Я отдаю себе отчет в том, что у меня сейчас очень благополучная жизнь. И я понимаю, что у многих людей нет такой возможности, и даже этот человек может быть полностью физически здоров. Что с тобой случилось? Случился пожар. Было сделано всего 39 операций. Ей просто предложили сдать меня в детдом. Вот это моя маленькая Ниночка. Я за свой счет в Вильнюсе напечатала тираж открыток. Уже больше $1000 примерно было собрано. Если тебе что-то не устраивает в жизни, возьми и добейся сама. Пока не свободен один из нас, не свободны мы все. Борьба за права женщин-инвалидов — это тоже феминизм. Привет. Сегодня у нас в гостях Александра. Привет, Саша. Привет, очень рада быть здесь. Я расскажу немножко предысторию. Мы с тобой познакомились не так давно, пару месяцев назад, и я сразу же, когда тебя увидела, когда я немножко осознала, да, и познакомилась поближе, узнала, чем ты занимаешься, все твои увлечения, сразу поняла, что я хочу обязательно с тобой поговорить на камеру, записать этот выпуск, потому что о тебе, как о личности, должны знать люди и должны брать с тебя пример, как мне кажется. Спасибо большое. Давай немножко поговорим о твоей истории. Конечно. Ты из Беларуси, ты очень активно участвовала, была активисткой во время предвыборной кампании после выборов 2020 года. И 12 февраля, как я поняла, 2021 года, да, ты переехала. 22 этого года ты переехала в Литву. Вынуждена, да? Были задержания, там был такой знаменитый кадр брутального, не такого уже брутального, неаккуратно довольно-таки так тебя вели. А ты была очень красиво одета. Меня фактически несли, на самом деле. То есть, да, там был такой момент, связанный с моим задержанием. Просто кадр выглядит очень контрастно из-за того, как я одета, из-за того, что на фото видно, что у меня есть физические отличия. Вот. И да, действительно был такой момент, когда меня вели под руки, и просто я из, не знаю, какое-то чувство мелочной вредности просто решила не облегчать задачу мужчинам, которые меня тащили. И я просто обмякла, полностью обвисла, расслабила ноги, поджала, все. И тогда подбежал третий, и меня под руки буквально просто подняли и несли над землей и затолкали в автозак. То есть у меня потом были синяки на руках. Хотела бы спросить вообще, что с тобой случилось? Когда мне было 11 месяцев, в частном доме, в котором жила моя семья, случился пожар. Вот, это был очень старый дом, и там была очень старая, уже очень такая прохудившаяся электропроводка, и ее должен был прийти электрик ее менять, и все там ждали, когда это наконец случится. Это все постоянно как-то откладывалось. Вот. У семьи моей не было никаких ресурсов на то, чтобы как-то улучшить свое жилищное положение. Вот. Поэтому в какой-то момент произошло короткое замыкание. И, как, так сказать, гласит легенда, гласит история пожара, которую я слышала в пересказах неоднократно, потому что в 11 месяцев, конечно, я сама ничего не помню. Это больной вопрос такой для родителей. Я представляю, что эта тема постоянно поднималась, и ты ее слышала не раз. Да, безусловно. Конечно, нам... Одна из причин, почему мне комфортно общаться на камеру, это то, что за всю историю моего лечения мне в сумме с детства, с того раннего, было сделано всего 39 операций. Часть из них делалась в Беларуси, часть в США. И нам очень часто нужно было изыскивать средства то на авиабилеты или на реабилитацию или на что угодно, на лекарства, на бинты в послеоперационный период. И моя мама не работала, ее в кавычках ушли с завода, когда случился мой пожар. И отец один содержал семью, а у нас, кроме меня, еще 2 детей, мои брат и сестра. Поэтому нам приходилось немало обращаться в различную прессу и давать интервью, рассказывать свою историю, чтобы обращаться за помощью. Поэтому я собственную историю знаю как пересказанный сюжет фильма, который слышал много раз. После короткого замыкания просто начали искрить, проводка начала искрить, и просто произошло возгорание, и оно было такой силы, что
по словам очевидцев, как бы просела и прогорела крыша. Вот. И, собственно, коляска, где я лежала на веранде, на коляску упала балка горящая. Вот. И меня спас сосед. Выбил двойное окно и залез в дом. Сам получил ожоги, но как бы вытащил горящую колыбельку. Мама ничего не могла сделать. Она была на улице в этот момент, развешивала белье в саду после стирки. И когда увидела пожар, у нее случился инфаркт. Она упала. Вот. А к большому счастью, никого больше не было дома на тот момент, то есть только я пострадала. Вот. Но там, после пожара дом фактически пришлось отстраивать заново, то есть он очень сильно пострадал. Это в каком городе вы жили? В Минске, в Лошице, район Лошица. И родители столько времени боролись за твое здоровье, да? Да. И собирали деньги на различные операции и так далее. Да, это фактически опять история просто превозмогания семьи, которая была с большего брошена на произвол судьбы. То есть да, там бывали периоды в разное время, когда нам помогали какие-то организации, там Белорусский детский фонд предоставлял какую-то помощь, Чернобыльский фонд несколько раз оказывал какую-то гуманитарную помощь. Но с большего как бы системно со стороны, там, например, государства, все, что моя семья имела, это совершенно мизерную пенсию по уходу за ребенком-инвалидом, на которую, как мама всегда так метафорично высказывалась, что можно было купить несколько пачек супового концентрата, и не более того. Когда мы с мамой ездили в США, когда мне там делали пластические операции, мама попробовала обратиться за финансовой помощью в наше Министерство здравоохранения, потому что, ну, как бы, кому, как не к главному институту здоровья в Беларуси обращаться за помощью в таком деле. И ей просто предложили сдать меня в детдом. Просто спросили, зачем вам такая проблема? У вас 2 здоровых детей, вам там 30 лет, вы можете родить еще. Зачем вам проблема? Избавьтесь от проблемы. Вот так проблему решало наше государство. А скажи, вот я просто с уверенностью могу сказать, то, что ты очень одаренная, ты очень разносторонне развитая, и ты прям, ну, мне кажется, что в таких детей, как у тебя, родители вкладывали очень много своих знаний, образовательный какой-то процесс, я не знаю. Или это твоя личная такая жажда? Ты знаешь иностранный язык, ты в IT, да, как я понимаю? Да, айтишница. Айтишница. На самом деле это очень интересное наблюдение, потому что ситуация получается практически противоположная. У меня оба родителей приехали в Минск из деревни, оба окончили какого-то рода техникумы, у обоих нет высшего образования, они всю жизнь работали на заводах, на какой-то тяжелой физической работе. Они воспитывали меня, моих брата и сестру с максимальной как бы установкой на то, что нужно получить образование и нужно как бы стремиться, то есть в первую очередь как бы их компасом как бы направление на хорошую жизнь это было получить образование и найти хорошую работу. То есть как бы смыслом было нас воспитать так, чтобы мы сами стремились же так, чтобы сами себя, так сказать, обеспечивать, финансово поддерживать. Вот. И в моем случае на это как бы делался особенно большой упор, потому что мои родители на собственном опыте знали, как плохо в Беларуси живется инвалидам. И как бы и взрослым, и как бы и людям, семьям с детьми-инвалидами, что как бы если не повезет как-то выкроить себе жизнь таким образом, выстроить, что ты можешь финансово поддерживать себя сам, то надеяться тебе практически не на что, и это просто нищенское существование. В значительной степени, мне кажется, в плане всего остального, моих там разносторонних интересов и так далее, мне кажется, нам очень сильно помогла возможность ездить в Америку. В поздние 90-е и 2000-е годы, то есть до 2010 года мы ездили. За 15 лет мы съездили 10 раз. Мне там больше 20 операций было сделано. Вот. И просто, конечно, по сравнению с вот, постсоветским периодом в Беларуси,
А тут как бы западная страна, и мама, и я, мы просто получили возможность оказаться в такой среде очень либеральной, очень свободной. Я в детстве впервые в жизни, вот попав в американскую больницу, узнала, что так бывает, что там ты лежишь после операции, у тебя там еще капельница, ты вся там опутана какими-то проводами и аппаратами, а к тебе приходит социальный работник с таким пластиковым контейнером и начинает с тобой играть в какие-то там игры, там показывать какие-нибудь мультфильмы или там прикатывает на тележке телевизор с приставкой, играть с тобой в приставку. Чуть ли не каждый вечер в комнате развлечений проводились какие-то такие маленькие мероприятия для детей, где можно было делать какие-то поделки, рисовать. Постоянно предлагались усилия для того, чтобы жизнь детей обогащалась разным каким-то опытом, разными какими-то активностями. Вот. У нас, когда я уже, будучи подростком, лежала в Минске в ожоговом отделении больницы скорой помощи, мои родители привезли из дома мои игрушки, чтобы мне в палате было чуть более радостно и не так грустно, как были, пока я там лежу. И медсестры попытались нас заставить их убрать. Отношение просто к людям, к детям, к подросткам вот на моем опыте в Беларуси и в США очень отличалось в то время. Именно там я увидела, что это в принципе возможно, что можно хотеть пробовать разные вещи, можно интересоваться разными вещами, можно вообще хотеть жить полной жизнью. Вот тут момент, где действительно я должна искренне поблагодарить своих родителей. На самом деле им как бы, пока я еще была младенцем, им врачи советовали давать мне какие-то мелки или карандаши, или какие-то маленькие вещи, чтобы я развивала моторику рук и училась пользоваться как бы двумя руками и как-то взаимодействовать с предметами. Вот. И поэтому я буквально могу честно сказать, что рисую всю сознательную жизнь. Я самоучка, я практически никогда нигде не обучалась. Вот. Но как бы рисую очень много. Но при этом я бы не смогла сказать, что я ради рисования готова отказаться от всего остального. Еще ты занималась волонтерством во время 2020 года. Да, в 2020 году в Минске я больше занималась не волонтерством, я больше занималась активизмом в плане разных акций. Вот, то есть я была практически на всех акциях в Минске, которые организовывали какие-то сообщества женщин, то есть там женские марши, цепи солидарности, записи видеосообщений, то есть всякие вот такого рода акции. Вот, параллельно с этим еще я старалась, поскольку у меня очень свободный разговор на английский. Я вот старалась как бы использовать свою возможность преодолевать языковой барьер. Еще в 2020 году, начала в 2020 и в 2021 году, оставаясь в Беларуси, продолжала делать контент на 2 языках и продвигать в социальных сетях Twitter, Instagram, TikTok. Именно рассказывать, что происходит. Да, рассказывать, что происходит, освещать наши события, вот, потому что постоянно натыкалась на какие-то комментарии, какие-то сообщения от людей из Запада и самых разных стран, которые говорили, что «О, я услышала про это впервые в жизни, я не знала, что такое происходит, я там обязательно пойду, там, погуглю, почитаю что-то еще». И... А еще ты запустила арт-проект. Да. Расскажи немножко подробнее, потому что там интересные твои работы, и не только твои, как я понимаю. Да, спасибо большое за этот вопрос. Я очень-очень надеялась, что у него упомянут. Да, это мое сейчас такое родное детище, скажем так, которым я очень дорожу. Идея для меня на самом деле реализовывалась уже не первый раз. То есть, опять-таки, еще в 2021 году, находясь в Беларуси, я впервые придумала такой формат. Я нарисовала такую маленькую мультяшную версию такого персонажа по образу Нины Богинской. Нашла мастерицу, которая сделала мне по этому эскизу аппликации, нашивки, собственно, вот. Я сегодня пришла, чтобы показать. Вот это моя маленькая Ниночка. Была очень-очень маленькая акция, то есть их всего было сделано 15 экземпляров. И я через свой твиттер предлагала людям: сделайте пожертвования. Тогда еще оставались какие-то несколько организаций, даже после вот массовой ликвидации НКО в Беларуси. Еще в какие-то организации можно было пожертвовать, как-то поддержать, там хоть куда угодно, приют для животных. И в обмен на пожертвования я вот дарила людям вот эти вот аппликации. Я за свой счет в Вильнюсе напечатала тираж открыток. Вот, сама разработала и нарисовала такой немножко неказистый, но он мне очень дорог, как бы логотип. Вот, я придумала название «Арт-оборона».
Вот, по аналогии вот с словом тероборона в Украине. Вот получился такой формат акции, где люди могут сделать пожертвование, опять-таки, любую сумму, кто сколько может, кому сколько не жалко, в любую организацию, которая так или иначе связана с помощью Украине. Это может быть что угодно. И я отправляю людям открытку. Чистую, в конверте, то есть они могут ее потом сами подписать, подарить, что угодно. Поскольку некоторые открытки содержат в себе какие-то мотивы антивоенные или какую-то антивоенную символику. У нас, в частности, нашу акцию поддерживали люди и из России, из Белоруссии, и как бы там получать такую корреспонденцию может быть небезопасно для людей. Поэтому в конвертах, в частности, задумка такая, что конверты не будут вскрывать и проверять. С небольшой долей гордости могу сказать, что вот недавно я веду подсчет, так сказать, для отчетности, и уже больше $1000 примерно было собрано. Это твой такой личный вклад, да? Ну, это очень вообще супер, я восхищаюсь тобой. Спасибо большое. Здесь да, и при этом на самом деле еще открыток осталось очень много, и все, что я могу за это им предложить, это благодарность и открыточку, и это просто очень классно. Но при этом я понимаю, что есть потенциал как бы еще больше продолжать предоставлять такую вот помощь. За время существования акции там, больше 15, наверное, больше уже, может быть, и 20 художников мне написали в мои социальные сети, тоже предложили свои работы, или уже существующие, или специально что-то нарисовали и прислали. Вот, то есть есть потенциал продолжать печатать новые тиражи, очень разные открытки вот, от разных художников. И я очень надеюсь, что проект продолжит существование. Ну, вот видишь, на твоем примере можно сказать, иногда люди говорят: ой, ну что я могу сделать, чем я могу помочь? Вот на твоем примере можно сказать, что можно вот такую акцию, да, вот как бы вот такой вот арт или любой другой какой-то перформанс или какие-то акции организовывать. Каждый делает то, что может, но главное влаживать в это в свой вклад, правильно? Да, безусловно, мне кажется, что если есть какая-то возможность, есть хоть какой-то, хоть в чем-то избыток ресурса, где можно чем-то поделиться, потому что на самом деле я понимаю, как по умолчанию реакция на мою историю — это какая-то такая история очень вдохновляющая, что вот смотрите, вот она инвалид, она как бы ей физически тяжело, а она столько всего делает, и такая молодчинка. На самом деле, помимо факта моей инвалидности, у меня очень много привилегий и очень как бы хороших аспектов моей жизни. У меня как бы, особенно сейчас, я живу в свободной стране, мне ничего не угрожает, я не подвергаюсь к активному преследованию, у меня хорошая зарплата, то есть у меня есть финансовый какой-то избыток средств, которые я могу свободно направлять там, на благотворительность или на какую-то вот такую творческую деятельность. Я отдаю себе отчет в том, что у меня сейчас очень как бы благополучная жизнь. Ну, грубо говоря, я могу себе позволить печатать там 100 открыток за свой счет и потом отправлять незнакомым людям. И я понимаю, что у многих людей нет такой возможности, и даже этот человек может быть полностью физически здоров. И мне кажется, это вопрос не физических возможностей и даже не финансовых, а просто вопрос эмпатии. Это да. Вот в чем, мне кажется, где кроется как бы ключ проблем. В принципе, как мир доходит до таких вот ситуаций, где возможны войны, где возможны вторжения на территорию соседских государств, и где есть люди, которым просто все равно, что рядом такое происходит, это проблема эмпатии и просто, в принципе, сопереживания. Я на своем опыте знаю, что иногда у тебя нет других вариантов вообще для существования, кроме как полагаться на помощь других людей. Что как бы на протяжении моего жизненного пути, если бы не было людей, которые там, нам с мамой там, пожертвовали какую-то денежку в прошлом, или пустили нас в свой дом пожить, пока мы там прилетали на операции, или там сделали вот про нас интервью, где-то там рассказали нашу историю, привлекли к нам внимание, меня бы сейчас не было здесь, и не было бы всей моей вот этой истории про мои хобби, мои проекты и все остальное. Вот.
И я как бы... У меня получается такая история гранями со всех сторон, где я знаю опыт и того, когда ты зависим от других людей, полагаешься на чужую помощь и понимаешь, каково это вот находиться вот в этом уязвимом положении. И ты понимаешь важность того, что когда у тебя есть возможность какую-то помощь предложить, то лучше это сделать, потому что это буквально может для кого-то быть вопросом жизни и смерти. Ты мне говорила, что твоя жизнь изменилась, а твое вообще мировоззрение изменилось после того, как ты копнула женскую тему феминизма. Мгм. Может быть, немножко ты расскажешь, что ты имела в виду под этим? Я прошла весь путь от вот этого стереотипного восприятия, где как бы, ну, это феминизм, да что их не устраивает, что они там типа... И какое-то слово нехорошее, чего вот они такие там радикальные, все каких-то там требуют. Просто вот, если тебе что-то не устраивает в жизни, возьми и добейся сама. Вот, все вот это. А потом, немножко почитав умные книги, умные статьи, послушав, что говорят умные люди, не просто послушав, что говорят люди, потому что так можно нарваться на пропаганду или на что-то не очень хорошее, а если потом пойти посмотреть, на какую информацию ссылаются эти люди, то есть на статистические данные, на данные социальных исследований, на данные экономических исследований, раскрываются глаза просто на то, как устроен этот мир и как системно в мироустройство заложены методики и практики дискриминации и неравенства системного. Когда там кто-нибудь там мне говорит, что там, не знаю, женщин очень мало в политике, потому что женщины не интересуются политикой, потому что это не женское дело, у нас Конституция не заточена под женщину, у нас просто типа женское дело быть матерями, там, создавать Котлеты домашний очаг, жарить котлеты или там быть украшением коллектива нежными цветочками и получать букеты и шоколадки на 8 марта. И быть благодарными, что им там при входе в метро мужчины двери придерживают. 8 марта, кстати, тоже праздник. Это не цветочки и букеты. Абсолютно. Это праздник борьбы. Это праздник женской эмансипации, борьбы за женские права. Да, Клара Цеткин, такое. Цель всего этого — это контроль, власть. Что как бы если мы внушим женщинам, что они должны сидеть на кухне и не хотеть себе лучшей жизни, они как бы не будут создавать нам проблемы. Вот. И как бы не нужно будет делиться с ними рабочими местами, там, местами в позиции власти. Там. Вот. Это же иначе у нас уже обратная дискриминация получается у нас. Тогда больше прав для женщин означает меньше прав для мужчин и для кого-то еще. Ну, то есть это очень интересная логика в голове у людей. Когда я начала вот это все понимать, и понимать, что на самом деле за этим всем скрывается, как этот механизм работает, так сказать, под капотом, я поняла, что меня это не устраивает, и что я хочу, опять-таки, исходя из моей вот эгоистической установки, что я хочу жить хорошо. И я хочу, чтобы никто ко мне там не приходил, там не подходил на улице или там не приходил в комментарии в социальных сетях и начинал мне доказывать, что просто женщины все очень эмоциональные, не умеют держать себя в руках, поэтому они плохие лидеры, им нельзя в политику. Я один из тех людей, которые иногда, мне кажется, в равной степени не любят и консервативные люди, и либеральные, потому что есть такое понятие интерсекциональность, то есть у меня нет какого-то четкого фокуса. Меня беспокоят в равной степени и проблемы и женщин, и ЛГБТ-сообщества, и инвалидов, и разных расовых категорий, и других каких-то социальных групп. То есть есть такой как бы лозунг: пока не свободен один из нас, не свободны мы все. И то есть я считаю, что как бы поднимать там права и возможности одной социальной группы, игнорируя все остальные, невозможно. Это все равно будет приводить к какому-то дисбалансу, и будут какие-то все равно нарушения в обществе. Вот. И я это больше как бы вижу решение комплексное и органическое, что как бы нужно улучшать качество жизни и возможности в обществе
планомерно для всех, а не только там для какой-то маленькой группки. Ты переехала в Литву из Беларуси. Есть ли есть для тебя существенное отличие в отношении к людям в Беларуси и в Литве, например? Хотя Литва уже давно, с 91 года, в европейская страна, она получила независимость. И смогли ли они шагнуть вперед в этом направлении? Ну, на текущий момент, безусловно. То есть буквально в начале июня, в первые выходные, я получила огромное удовольствие от возможности поучаствовать в масштабном ЛГБТ-мероприятии Baltic Pride, который проходил в Вильнюсе. Сегодня представить что-то такое в Беларуси, ну это даже сложно себе вообразить. Что-то было, да, я, увы, не очень хорошо помню подробности всей истории. А скажи, пожалуйста, вот ты сказала, что ты была на марше, и сейчас ты тоже в Варшаве. Мы сейчас записываем с тобой выпуск в Варшаве. Вчера был марш равенства, и ты на нем была. Да. И мне интересно, есть такие стереотипы, да, что там, значит, только представители ЛГБТ-сообщества или там, ну, другими нехорошими словами отзываются, да, что там собрались и так далее. Как ты для себя это воспринимаешь? И ЛГБТ, и феминизм — это равно или нет? Ну вот, собственно, почему, как я уже упомянула, для меня так важна тема интерсекциональности, потому что я знаю на своем опыте, что это такое, когда люди вешают на тебя какой-то один ярлык, кладут тебя в коробочку и забывают тебя там. Или там дальше твоя жизнь выстраивается вокруг какой-то одной только вот детали. В частности, опять-таки, поскольку проще всего судить человека, какие-то выстраивать поверхностные суждения о его внешнем виде, очень часто люди просто считывают, типа, она инвалид, и на этом как бы все. То есть дальше как бы мысль не идет о том, что как бы что я инвалид, я при этом женщина, феминистка, ЛГБТ-персона, что там художница, активистка, волонтерка, кто-то еще. Вот. Это уже как бы все вот эти вот как бы грани, они или людей не интересуют, или они как бы обесцениваются. Зачастую происходит просто стирание. Они просто забывают включать людей с инвалидностью в свою повестку, и что как бы инвалиды тоже бывают ЛГБТ-персонами. Борьба за права женщин-инвалидов — это тоже феминизм. И получается, как бы я, в принципе, даже за время своей деятельности я почти перестала понимать, как может быть иначе. Как можно там вот разделять, да, как вот какой-то, не знаю, как взять там пакет M&M's, высыпать и решать, что типа я вот буду есть только зеленые, а все остальные не настолько вкусные, не настолько как бы нужные, не настолько хорошие конфеты, как вот только вот одного цвета. Как я уже говорила, я вот такая многогранная личность, для меня важно, в частности, вот вчера, например, я особенно радовалась, когда видела вот в толпе на марше, когда там люди идут, люди там маршируют, и среди толпы там человек в инвалидной коляске. По статистике, инвалиды — это сейчас одна из самых недорепрезентованных социальных групп. То есть про нас просто забывают. Вот, то есть мы невидимы, нас нет в медиа, нас нет в фильмах, про нас там не снимают сериалы. То есть вот нам выдали какую-то, скажем так, нишу, вот это вот, так сказать, вдохновляющий вот этот вот контент, что иногда там раз в несколько лет выходит какая-нибудь там документалка про одного какого-то инвалида, который там превозмог, преуспел и пришел к успеху, и там стал успешным, богатым, знаменитым. И вот его как бы носят и показывают всем, типа, смотрите, какой он классный, восхищайтесь, вдохновляйтесь. Вот. А при этом там около миллиарда, по-моему, на сегодняшний день людей как бы являются инвалидами или имеют какого-то рода инвалидности или там физические ограничения, живут в нищете, подвергаются дискриминации, для них нет доступной среды, нет рабочих мест, вот. И им как бы дают подачку, какое-то пособие, а предпринимать какие-то шаги для социальной адаптации, для создания доступной среды, для создания возможностей получать обучение, получать какую-то профессию, социализироваться нормально. Вот, об этом никто не думает. И особенно
Особенно как бы этот контраст стал ярким, когда началась пандемия в 2020 году. И внезапно оказалось, что куча как бы вообще сфер деятельности прекрасно позволяет людям работать из дома. Изолироваться, сидеть удаленно, там, работать за компьютером, никуда не ездить, не ходить в офис. Вот. Когда это понадобилось здоровым людям. Когда это было нужно людям с инвалидностью, они просили возможности работать удаленно или там, с ноутбуком там, из дома, чтобы не надо было ездить в офис каждый день. Оказалось, что это слишком сложно для бизнесов предоставлять такие возможности. Или там дистанционное обучение предоставлять. Поэтому я очень надеюсь, что это все как бы продолжит развиваться, и люди продолжат работать в этих разных направлениях. И я в каком-то смысле себя ощущаю как такая информационная губка. То есть я вот исследую разные такие вот направления социальные и впитываю, и вот накапливаю, и там у себя пополняю базу знаний, какой-то информации и опыта. И да, я стараюсь использовать свою небольшую аудиторию, свои социальные площадки, чтобы делиться этим уже сейчас. Помимо этого, я очень сильно надеюсь, что... то есть с высокой долей вероятности это случится на нашем веку, что в Беларуси произойдет смена власти. Вот. И я очень надеюсь, что и у меня, и у нас всех будет возможность вернуться и начать активно участвовать в реформировании Беларуси, преобразовании в что-то более... в так называемую ту новую свободную Беларусь будущего, о которой мы все мечтаем, что все-таки рано или поздно мы сможем приложить руку к тому, чтобы преобразовать эту мечту в реальность. И я очень надеюсь, что тогда, кроме меня, найдутся еще люди, заинтересованные в том, чтобы новая Беларусь будущего была действительно свободной, и была свободной для всех, а не только для каких-то частей отдельных белорусского общества. Вот. И вот тогда я очень надеюсь, что накопленные знания и вот эта информация, которую я собираю и накапливаю, анализирую, она пригодится для того, чтобы потом где-то каким-то образом на какой-то платформе выступать и выносить какие-то предложения, как бы, а давайте сделаем Беларусь свободной и доступной и открытой, и чтобы общество принимало разных людей, вот, и было более открытым и эмпатичным к разным социальным группам, а не только к каким-то вот отдельным избранным. Спасибо огромное за то, что ты открылась, поделилась, высказала свое мнение. И вообще я желаю тебе успехов, удачи и в продвижении работы в рисовании, в арт-искусстве, в IT, вообще во всех, в танцах. И также, конечно, все мы мечтаем, чтобы Беларусь стала свободной, и чтобы мы все могли жить в такой равной для всех, с равными возможностями. Я думаю, у тебя очень большие перспективы, чтобы ты поучаствовала в этом процессе, чтобы действительно так было. Спасибо. Буду очень сильно на это надеяться. Спасибо огромное за время, за предоставленную, так сказать, площадку здесь, чтобы выступить, озвучить свои идеи. Будем верить, превозмогать, побеждать. Слава Украине и живе Беларусь! Живе!